Всем привет! В недавнем патче Valve добавила в Deadlock 6 новых героев. Это очень много, и поэтому я хочу рассказать вам, что они из себя представляют, а главное, как их использовать. Скорее всего, вы уже видели некоторых из них раньше, в других роликах на YouTube, но сейчас их способности немного переработали, так что давайте разберемся, кого нам добавили в игру. Пойдем по порядку, и начнем со Змея, или же Вайпера в оригинале. Скорость стрельбы у Змея невероятно низкая, возможно самая низкая в игре. Его первое умение, Крюк Лезвия, это некий бумеранг, наносящий урон при попадании туда и обратно, а также замедляющий врагов. При максимальной прокачке количество таких бумерангов увеличивается на 2. Вторая способность, Смертельный яд, накладывается на соперника, но срабатывает не сразу, а через 3 секунды. Урон зависит от здоровья противника. Чем его меньше, тем выше урон способности. Третий скилл Вайпера – пассивный. Он дает ему больше контроль и дальность подката, а также возможность скользить вверх по склону, что дает возможность совершать вот такие маневры, как на экране. Ультимейт превращает всех в области, включая союзников и самого Змея, в камень. По окаменевшему противнику не проходит урон, но в таком состоянии он находится достаточно долго, что позволит вашей команде занять лучшую позицию для атаки. Калика является персонажем, ориентированным на атаку с фланга. Ее способности помогают контролировать карту и давать информацию по противникам, а также наносить им много урона. Калика – один из самых проработанных персонажей из добавленных. У нее готовы не только текстуры и скиллы, но и реплики персонажа полностью озвучены. Первое умение выпускает вперед кота, который подбирает врагов и подбрасывает их в воздух, при этом оглушая и нанося урон по области. Повторным нажатием на способность можно контролировать время взрыва. Второе умение – прыжок к врагу с ударом кулаком, который замедляет цель. При повторном нажатии на способность Калика может прыгнуть и на другого персонажа, замедлив и его. Третье умение – некий вард в форме кота. Он дамажит тех противников, по которым вы сами стреляете, конечно, если они находятся в радиусе действия умения. Ультимейт делает персонажа невидимым, пока она остается вне зоны видимости врага, а удары ближней атакой ослабляют защиту противника от пуль. Лично мое мнение, что Калика выйдет в одном из следующих патчей, так же как и Холидей. Осталось только сбалансировать характеристики. Потом же менее продуманный персонаж. На данный момент это Шиф на минималках. Он также вооружен дробовиком, но с более быстрой скоростью стрельбы и без альтернативного режима. Первый скилл – конусообразная атака жидкостью, которая наносит урон по площади. Пока враг находится в радиусе, он не только получает урон, но и увеличивает урон оружия у фантома. Второе умение – рывок в любом направлении, куда вы укажете своим прицелом. При приземлении подбрасывает врагов и наносит им урон. Третий скилл – это именно то, почему фантома называют вторым Шивом. У него буквально способность Шива. Она точно так же режет входящий урон, и даже полоска ХП красится в тот же цвет. Ультимейт фантома запускает гарпун в стену и притягивает персонажа к любой поверхности. Фантом при этом становится невидимым, пока держится за нее. Он также восстанавливает здоровье, пока находится вне поля зрения врагов. Холидей – еще один проработанный персонаж со своими репликами. При игре за Холидей нужно стараться попадать в голову, так как это даст максимальный эффект от ее способностей. При активации первого скилла Холидей выбрасывает бочку, которая катится некоторое время, после чего взрывается. Взрыв можно контролировать. Например, выстрел по бочке мгновенно взорвет ее. Также при контакте с противником бочка моментально взорвется. Помимо этого, бочка взаимодействует со второй способностью персонажа – трамплином. Бочка может взлететь точно так же, как и любой герой. Этот трамплин идентичен тем, что уже давно находятся на карте, только у Холидей их можно контролировать. Третий скилл – пассивка, который с определенным КД дает дополнительный урон в голову, а также накладывает замедление на противника. На максимальной прокачке можно сократить КД способности. Откат будет уменьшаться на 2 секунды за каждое попадание в голову. Ультимейт позволяет схватить до 2 врагов и перетащить их в нужную вам сторону. Естественно, это не бесконечно. Лассо длится чуть больше 3 секунд, но использование трамплина увеличит имеющееся время действия еще на 2 секунды.
Стоит заметить, что на данный момент комбинации способностей Holiday выглядят очень круто. Скорее всего, Holiday и Калика выйдут в ближайшее время. Фокусник лично для меня является наиболее интересным из недоработанных персонажей. Основное оружие у него это пушка 7-го, только в этот раз она стреляет картами, которые имеют специфическую скорость стрельбы. Первое умение – управляемый магический заряд, который можно закручивать в нужную вам сторону. При нажатии на способность фокусник выпускает снаряд, а при повторном нажатии заряд вернется в ту цель, на которую вы указываете прицелом. Второй скилл – это создание иллюзий, который повторяет атаки фокусника, а при повторном нажатии на способность вы меняетесь с иллюзией местами. Третий скилл превращает врагов в кроликов. Да, в мире Deadlock вот так выглядят кролики. На самом деле в будущем это исправят, но пока мы видим кроликов вот такими. Ульта это полная копия ультимейта Парадокса. Ничего нового здесь нет, просто скопировали способность один в один. Рейкер это тот самый персонаж, который носит голову Клокверка из Доты. Рейкер стреляет из лазерного пистолета, а первый скилл использует огромную глыбу из камня, которую можно запускать в толпу, замедляя и нанося урон. Вторую способность можно активировать только на крипе, а само умение просто сжигает крипа и дает заряд в третий скилл. Третью способность уже можно использовать для атаки противника, а представляет собой она атаку мусором в ограниченном радиусе. Его ультимейт это полет копии персонажа, который заканчивается либо по таймеру, либо если врезаться в какой-либо объект. После окончания полета вы переноситесь на место копии, а если рядом был враг, то вы нанесете ему урон. На этом все. Персонажи закончились. И я очень рад, что вы досмотрели до этого момента. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, и я буду продолжать делать ролики по Дедлоку.